Нам пришла очередная посылка с Amazon. В целом, примерно то, на что я рассчитывал. Вам надо будет угадать, что же это такое. Очень удобно, мы будем ставить нашу камеру. Сколько мы заплатили за все это, сколько из этого вышли налоги. У нас сегодня переезд в новую квартиру. Я снова в багажнике еду. Потому что круглый, как мы поняли, нам не понравился из предыдущего опыта. Мечта играть на пианино. Так много комнат, не знаю, куда зайти. Ну, давайте сюда. А мы сегодня идем на балет. Понравилось, но на самом деле танго мне понравилось больше. Всем привет! Нам пришла очередная посылка с Amazon. Сейчас будет анбоксинг происходить. За 3 недели примерно нам доехало все. Вот, мы боялись, что не успеем получить, пока мы находимся на съемной квартире тут, так как мы скоро уезжаем. Вы про это узнаете, вероятно, или уже узнали. Не знаю, когда выходит этот ролик. Вот. Ну, посмотрим, что нам здесь. Это Алена заказывала. Ее специальные бумажки для того, чтобы лицо не было жирным, да? Если лицо масляное, то можно салфеточку. Да? И оно будет матовое. Это прям вот для... Сейчас попробуем сделать интерактив. Посмотрим. Оп. Вот такая вот линза для камеры. Это у нас шапочки. Хорошие, вязаные. Вот так вот. Ну, хорошая. Ну, вот эту штуку, понятное дело, убираем. Ее тут не обязательно так плотно. Можно вот так. В целом, примерно то, на что я рассчитывал. Такая и такая. И черная. Насколько видно? На тебя вообще очень идет, кстати. Ладно, это прокладка там. И в этой части посылки последняя для Алены. Ну, прям мощь. Мягкая? О, вообще. Да. Вообще cool. Ну прям, типа не страшно. Ну у меня-то это, если шарахнешь, сразу вмятина будет. У меня единственное чехол, чтобы не поцарапалось, знаешь, а у тебя прям. И тут отдельчики. Пожалуйста. И вот так вот. Раз. Да. Ну, вообще шикарно. Ну, перевозить, переносить. Угу. Раз, два, три, четыре. И еще потом нам должна дойти посылка, наверное, дойдет на днях. И мы вам покажем, что там. Several days later. Привет, ребята! Нам дошла вторая часть нашей посылки. Вот. Это, кстати, второй дубль записи, потому что в первом были проблемы со звуком. Курьеры приходили 2 раза, но домофон не звенел. Мы получали на почту сообщение о том, что вас не было дома, хотя мы были дома. Думаем, домофон сломался в нашей съемной квартире. И мы заказали в пункт выдачи, просто доставку. Вот я сходил, забрал. Поэтому она уже вскрыта. Первое. Вам надо будет угадать, что же это такое. У нас таких штук тут 3 штуки. Опять ты продаешь, надпись показываешь там. Давай все. Кто успел, то... 3 вот таких штучки нам пришло. Пишите в комментарии, что это. Нам пришла вот такая вот история. Мы ее уже тоже распаковали в первом дубле. Это штатив для камеры мы тоже заказали, чтобы наши видео были еще качественнее и прикольнее, чтобы мы могли снимать
по-новому. В общем, мы потихоньку подкупаем оборудование и все такое. Если вы вдруг хотите нам помочь делать наш контент лучше, интереснее, съемку качественнее, то ссылочка на донаты, как всегда, в описании к видео. Не стесняйтесь, поддерживайте канал. Дальше больше, дальше лучше. Очень удобно. Мы будем ставить нашу камеру на него и записывать видео со столов. Также это можно использовать как селфи-палку. Вот таким вот образом. Ля-ля-ля, вот так вот. Наверное, мы не будем ставить уже на камеру второй раз и показывать. Вот, я поставил камеру на палку, вот так она снимает. Смотри. А что ты микрофон свой отключил? Это мой отключился. Это, кстати, второй дубль записи, потому что в первом были проблемы со звуком. Бог с ним. Так, ну что, мы забыли отметить стоимость, сколько мы заплатили за все это, сколько из этого вышли налоги и за сколько нам все это доставили. Заказ мы совершили 26 февраля, и сегодня я забрал последнюю часть заказа. Сегодня у нас какое? 4, да? 3 апреля. То есть чуть больше месяца все шло, как и в прошлый раз, по-моему. Тоже около месяца шло. Не, в прошлый раз чуть побольше. В январе нам доставили только. Total before tax $144. Мы заплатили $182. Путем несложных математических расчетов выходит, что $38-39 примерно. Вышли налоги. Из них мы рассчитываем, что что-то вернется. В прошлый раз вернулось $10, сумма была такая же. В этот раз, наверное, тоже $10 вернется. Собственно, и все. Это все, что мы хотели отметить. Ну что, ребята, всем доброе утро. У нас сегодня переезд в новую квартиру. Так, ну, я снова в багажнике еду. Но мне удобно. Добро пожаловать в наши новые апартаменты. Мы заселились в новую квартиру, которая стоит $800 в месяц. Находится это в районе Виша Креспо. Вы напишите комментарий, стоит ли эта квартира сейчас, в данный момент, сезон, в этом году $800, или же все-таки нет. Пойдемте смотреть. Так, ну что, мы находимся в первой комнате. Позади Егора находится входная дверь. Так, как только мы заходим в квартиру, здесь у нас сразу же кухня, практически отдельная. Пойдемте посмотрим кухню. Вот такая удлиненная кухня, совсем необходимым. У нас есть все приборы, кастрюльки, сковородочку вчера купили. В остальном ничего больше докупать не нужно было. У нас есть кофемашина с фильтром, чайник, тостер, микроволновка, стиральная машинка, плита с духовкой, где готовится вкусный ужин от Егора, блюдо от шеф-повара, и посудомоечная машинка. Мы еще пока ей не пользовались, но, кстати, надо спросить подписчиков, что они скажут, у кого есть посудомоечная машинка, что они скажут о таких таблетках. Насколько они хорошие, отмываются ли все тарелки, весь жир. У нас электрический бойлер, который включается, и наша вода нагревается. Здесь барная стойка, такое небольшое разделение кухонной зоны. Здесь у нас большое зеркало в полный рост, можно смотреться перед выходом. Обеденный стол, большой, квадратный, идеальный для нас, потому что круглый, как мы поняли, нам не понравился из предыдущего опыта. Будем знать, когда появится своя квартира. Здесь комодик такой небольшой, ничего особенного. Картина, конечно, произведение искусства, пожалуйста. Вот такая картина.
интересное. Ну, современное искусство, что сказать. И мы заходим в зал. Зал, гостиная. У нас находится диван прекрасный, удобный, полочки с какими-то местными книгами, картинами. Вообще, на самом деле, картин очень много. И вот это шикарное пианино. Да, давайте немножко расскажу вообще предысторию. Мы сняли эту квартиру. Нет, мы нашли эту квартиру. Нет, не так. Мы искали квартиру. Начали искать квартиру там где-то месяц назад, и это первая квартира, которая нам попалась, и мы пришли ее посмотреть. И она нам сразу понравилась. Вот это редкость, потому что в прошлый раз, где-то год назад, когда мы искали квартиру, мы смотрели около там 5-10 квартир, 5-10 квартир, вот, и нам ничего не нравилось. А тут с первой попытки мы сняли эту квартиру, и благодаря вот пианино мы приехали и посмотрели, потому что, ну, цена, как нам покажется, и нам показалось на тот момент, что $800 трехкомнатная, ну как это по-аргентински называется, двухкомнатная, да, наверное, квартира. У нас 2 комнаты, гостиная и кухня. То есть гостиная-кухня, можно сказать, совмещенная, это не отдельная комната. Dormitorios, tres ambientes, вот это. Поэтому мы увидели пианино, ну и Егор сказал, мы едем, потому что вот мечта играть на пианино, ну я бы тоже, конечно, хотела продолжить учиться, потому что я немного так начинала, это было дело в Москве давно, и да, и вам, наверное, не очень интересно, но, думаю, я продолжу, и Егор будет играть, мы еще вас удивим, мне кажется, игрой. Зрителям интересно. То есть довольно-таки просторное место в гостиной, где много стульев, столиков, шкафчиков, полочек, комодиков. Идем дальше. Что бы показать вам? Так много комнат, не знаю, куда зайти. Ну, давайте сюда. Зайдем. Мы попали в комнату-кабинет. Комната-кабинет. Поэтому здесь есть полноценная двуспальная кровать. Полторушек? Ну, я бы не сказала, что 1,5. Мне кажется, она двуспальная. Ну, не суть. В общем, для 1-2 человек, мне кажется, пойдет. Дальше у нас здесь бардачок небольшой, потому что мы здесь сушим полотенца, постирали. Полноценный шкаф и место с прекрасным большим окном, с местом для работы, где можно посесть. Вот у нас тут уже стоят ноутбуки, что можно вот так вот раз. И вот я сегодня уже работала, уже такая... Смотрела в окно на красивые деревья, кленовые листья. Что важно еще отметить, практически в каждой комнате у нас есть газовые обогреватели. В 2 комнатах 2 газовых обогревателя, в гостиной и здесь. В принципе, здесь все. Попадем сейчас в основную комнату, в основную спальню, где мы обитаем, где мы спим. Здесь расположен электрический уже обогреватель, который не так выгоден, как газовый. Но у нас, я напомню, $800 все включено, но электричество 40 киловатт. 400 киловатт. Если мы тратим больше, мы доплачиваем разницу. Кровать довольно-таки удобная, большая, двуспальная, прикроватные тумбочки. Также здесь находится шкаф, как и в той комнате, практически идентичен, с вешалками, с ящичками. И мое место, ладно, не только мое место на самом деле, здесь просто зеркало, вообще это бывший стол, наверное, швейной машинки, не знаю, как оно здесь должно работать, но я знаю человечка, который может рассказать, как это работало раньше, вот, может быть, она напишет комментарий, а вы узнаете как раз-таки, кого я сейчас называю, так сказать. Опять же таки, вон, панорамное окно. У нас 2 балкона, один в гостиной, и второй балкон здесь находится. Улица тихая, зеленая, прекрасное расположение. А еще обратите внимание на потолки. Они просто очень высокие. Не знаю, видно это на камере или нет, но масштабнее сразу кажется квартира, когда у тебя высокие потолки. Ну, еще скрипит пол. Идем. Это ванная комната. Простая, приятная ванная комната.
с туалетом, с ванной, не такой маленькая, на самом деле очень глубокая, с зеркалом, с умывальником и полочками для всяких банных принадлежностей. Ну что, ребята, на этом все. Мы посмотрели наши апартаменты. Напишите в комментариях, как вам понравилось или нет. И напоминаю о том, что если вы думаете, что мы сняли очень дорого квартиру Виша Креспо за $800 в месяц, то тоже сообщите об этом нам. Но вечером наша квартира выглядит так. Так, ребята, всем привет! А мы сегодня идем на балет, на московский балет. Буэнос-Айрес приезжает. И мы решили сходить. Вот, Егор купил билеты, устроил небольшой сюрприз. Такой получился, но я уже о нем в курсе. Но это, мне кажется, круто. Это первый балет в нашей жизни, и мы посмотрим его вживую. Если понравится, мы обязательно вам скажем, и вы тоже сходите. А еще мы нарядились, я надела платье, накрасилась, сделала прическу. Вот, пожалуйста, моя новая куртка, оцените. Зима в Буэнос-Айресе наступила, практически наступила. Плюс 16 градусов обещают. Да, немножко жарковато, но у меня нет другой куртки. А Егор просто красавчик. Пожалуйста, рубашка, джинсы. Просто на стиле красавчик. Hola. Próximo piso, puerta 6 a la derecha. Muy bien. Por favor, sin flash. Так, ну что, мы уже вышли, доехали до дома, не стали там рассказывать о наших впечатлениях, потому что было очень много людей и довольно шумно. Поэтому уже у нас на районе, у меня микрофон, поэтому делюсь впечатлениями я, потом Егор. У них тур был по Аргентине, и всего лишь там около 5-6 городов в Аргентине, включая Мендосу, Буэнос-Айрес. Всего один день шел этот балет, то есть можно было попасть только сегодня. Поэтому, ребята, отмена, если бы я посоветовала, да, то вы бы не смогли купить билеты, потому что они уже уехали. А кто был на балете-то, вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Вот мне лично понравилось, но я немного
уже устала, потому что движения практически были одинаковыми. Мне больше понравились классические танцы, классический балет, нежели там с переодеванием или как в стиле модерну. Я бы посмотрела это 20 минут и пошла бы домой. Но мы сидели 2 часа, было 2 акта. А в целом неплохо. Один раз можно сходить, но если мне предложат еще раз, я не хотела бы идти. На самом деле танго мне понравилось больше, потому что оно было интереснее, динамичнее, еще и с оркестром. Мой фидбэк такой же, как у Алены, примерно. Мне тоже понравилось, но второй раз бы я не пошел. Но, учитывая стоимость, в целом окей. Тут будет, сколько мы заплатили за это. Я, конечно, ждал живой оркестр. Мне кажется, балет с живым оркестром смотрится совершенно по-другому, чем под фонограмму. Вот. Но имеем, что имеем. Все равно очень круто, ребята постарались. Немного действительно затянуто, скучновато, учитывая, что там нету одной сюжетной линии, какой-то истории. Вот. Мне этого не хватило. Вовлеченности какой-то вот по этой части. Еще смешно, мне понравилось, как народ шикал там, если кто-то говорил, они такие Было забавно. Так что, а вы пишите, на что ходите вы, в театр или куда-то? Что нравится вам? Напишите в комментарии.